Касатки окружили белую медведицу и ее детеныша на маленькой льдине. С первого взгляда казалось, что шансов на спасение нет. Массивные хищники начали раскачивать лед, волны ледяной воды переливались через край. Еще немного, и мать с малышом могли сорваться в смертельную ловушку. Все выглядело так, будто их конец неизбежен. Но то, что медведица сделала дальше, поразило даже опытных исследователей. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Лед тихо трещал под порывами холодного арктического ветра. Огромная белая медведица медленно шла по краю широкой льдины, внимательно оглядываясь по сторонам. Рядом с ней неуклюже семенил ее маленький медвежонок. Он то и дело поскальзывался на гладком льду, смешно перебирал лапами и спешил догнать мать. Для него этот бескрайний мир был новым, непонятным и немного страшным, но рядом с медведицей он чувствовал себя защищенным. Иногда медвежонок тихо попискивал и утыкался носом в ее густую шерсть, будто проверяя, что мама все еще рядом. Медведица замедляла шаг, слегка касалась его носом и шла дальше. Она знала, в Арктике расслабляться нельзя ни на секунду. Здесь опасность могла прийти из любого направления. Медведица остановилась, подняла голову и глубоко вдохнула морозный воздух. Ветер доносил запах соли и холодного моря. Она прислушалась. Вокруг было почти тихо, только далекие звуки ломающегося льда и тихий плеск воды. Медвежонок тем временем сел на льдину и начал играть со снежной крошкой, лапой разбрасывая ледяные крупинки. Он был еще слишком мал, чтобы понимать, насколько опасным может быть этот мир. Медведица внимательно осматривала горизонт, и вдруг ее насторожило движение в воде. Сначала поверхность моря лишь слегка колыхнулась. Затем черный плавник медленно прорезал темную воду. Через мгновение появился второй, и еще один. Это были касатки. Огромные морские хищники тихо и уверенно двигались вокруг льдины. Их гладкие черно-белые спины появлялись на поверхности и снова исчезали в ледяной воде. Они кружили все ближе, будто внимательно изучая свою добычу. Медведица мгновенно почувствовала опасность. Она резко подошла к медвежонку и мягко подтолкнула его носом к центру льдины. Медвежонок сначала не понял, что происходит, и хотел снова поиграть со снегом, но тон матери был настойчивым. Он послушно прижался к ее боку. Касатки тем временем начали медленно сужать круг. Они двигались почти бесшумно, только иногда над водой появлялись их мощные спины и высокие плавники. Одна из касаток резко ударила хвостом по воде. Раздался глухой хлопок, и по льдине прокатилась волна. Медвежонок испуганно пискнул и спрятался за медведицу. Она встала на задние лапы и громко зарычала, пытаясь отпугнуть хищников. Ее мощная фигура возвышалась над льдиной, но касатки не отступали. Они знали свою силу. Еще одна касатка стремительно разогналась и ударила хвостом по воде. Волна казалась сильнее. Льдина качнулась. Медвежонок поскользнулся и едва не съехал к самому краю. Медведица мгновенно подскочила и схватила его зубами за шкуру на загривке, аккуратно подтянув обратно. Медвежонок дрожал и тихо поскуливал, прижимаясь к матери. Медведица лизнула его мордочку, будто пытаясь успокоить. Но касатки уже начали настоящую охоту. Они по очереди разгонялись под водой и били хвостами по поверхности, создавая мощные волны. Огромная льдина начала опасно раскачиваться. Вода все чаще переливалась через край. Ледяные брызги обжигали шерсть медведицы. Она стояла у края, рычала и пыталась следить за движениями хищников. Медвежонок испуганно жался к ее лапам. В какой-то момент одна из волн оказалась особенно сильной. Льдина резко накренилась. Медведица потеряла опору и сорвалась в воду.
Ледяное море мгновенно сомкнулось вокруг нее. Холод пронзил тело, словно тысячи игл. В мутной воде сразу появились темные силуэты касаток. Они начали быстро кружить рядом, иногда приближаясь совсем близко. Медведица отчаянно рванулась к льдине. Сверху раздался испуганный писк медвежонка. Он стоял у края и смотрел на мать, не понимая, что происходит. Огромная касатка пронеслась совсем рядом. Ее мощное тело едва не задело медведицу. Волна снова качнула льдину. Медвежонок скользнул лапами и едва удержался. Медведица, почти теряя силы от ледяной воды, сумела зацепиться когтями за край льдины. Несколько долгих секунд она боролась с водой и волнами. Лапы скользили по льду, но она не сдавалась. Наконец, собрав последние силы, медведица вытащила себя обратно на лед. Она тяжело дышала, ее густая шерсть была мокрой и быстро покрывалась тонкой коркой льда. Медвежонок сразу подбежал к ней и уткнулся носом в ее шею, тихо поскуливая. Медведица осторожно коснулась его мордочки и на мгновение закрыла глаза, будто собираясь с силами. Но касатки не собирались уходить. Их плавники снова появились у края льдины. Они продолжали кружить и ждать. Еще один мощный удар хвостом, и льдина снова закачалась. Теперь она медленно дрейфовала в сторону открытого моря. Медведица понимала, если она останется здесь, касатки рано или поздно перевернут лед. Тогда у них не будет шанса. Она посмотрела на медвежонка. Тот доверчиво смотрел на нее темными глазами, не понимая всей опасности. В этот момент медведица приняла решение. Она осторожно схватила медвежонка зубами за загривок, как делала это, когда он был совсем маленьким. Медвежонок тихо пискнул, но не сопротивлялся. Медведица дождалась короткого затишья между волнами и прыгнула в воду. Ледяной холод снова обжег тело. Но медведица мощно работала лапами, изо всех сил продвигаясь вперед. Она держала голову высоко, чтобы медвежонок оставался над водой. Касатки заметили движение и начали приближаться. Их темные силуэты мелькали под водой. Иногда одна из них выныривала совсем рядом. Медведица резко меняла направление, стараясь запутать преследователей. Впереди виднелась широкая полоса плотного льда. До нее было еще далеко, но это был единственный шанс. Медведица плыла из последних сил. Лед впереди казался все ближе. Медвежонок тихо скулил, но доверчиво лежал в ее зубах. Наконец медведица добралась до края большого ледяного поля. Она попыталась зацепиться лапами за лед. Первая попытка не удалась, лапы соскользнули. Но со второй попытки ей удалось подняться. Она с трудом вытащила себя на поверхность и осторожно положила медвежонка на лед. Тот сразу прижался к ее боку и тихо заскулил. Медведица тяжело дышала и несколько минут просто лежала неподвижно. Касатки еще некоторое время плавали у края ледяного поля. Их плавники медленно двигались вдоль льда, но нападать они больше не могли. Лед был слишком широким и прочным. Постепенно черные спины хищников исчезли в холодной воде. Медведица долго лежала на льду, приходя в себя. Ее тело дрожало от холода и усталости. Медвежонок прижался к ней и уткнулся носом в ее густую шерсть, стараясь согреться. Через некоторое время медведица осторожно лизнула его мордочку. Медвежонок сразу оживился и тихо пискнул, будто отвечая. Медведица медленно поднялась на лапы. Медвежонок тут же встал рядом и пошел за ней, стараясь держаться как можно ближе. В суровой Арктике каждый день — это борьба за жизнь. Здесь нет легких побед и безопасных мест. Но в тот день материнская сила и решимость оказались сильнее опасности. Медведица почти потеряла все силы, но она спасла самое главное — своего медвежонка. И пока они медленно уходили по бескрайнему ледяному полю, маленький медвежонок все время оглядывался на мать,
будто еще раз убеждаясь, что она рядом и что вместе они смогут пережить даже самые страшные испытания. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.